Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, уже по традиции говорю это. И кто помнит мои ноготочки, они у меня относились, все с ними хорошо. Я впервые, наверное, переделываю вовремя маникюр. Здесь ногтям моим 3 недели, они мне ни капельки не надоели. И, как всегда, снимаю свой маникюр твердосплавной фрезой. Снимаю я немного, так как у меня здесь гелевое укрепление, я его оставлю практически по всей длине моего ноготка. И будем делать сегодня с вами базу, так как я не планирую с этими ногтями ходить долго, и мне обязательно нужно будет проверить этот дизайн на гель-лаковом покрытии. В общем-то, снимаю я до подложки, но все-таки материал я оставляю, то есть гель. Ногти мои не в очень хорошем состоянии, они у меня очень ломкие, и вообще мои ногти это одно из самых-самых капризных, наверное, заданий, поэтому на них я все и тестирую, потому что знаю, что если это проносилось на моих ногтях, значит проносится на других. Форму я подправила немного, просто зашлифовала торцы и обезжирила. Сделала аппаратный маникюр, но, конечно же, порезала себе кутикулу, причем порезала фрезой, когда снимала покрытие. Только я умудрилась, наверное, так сделать. Засмотрелась на камеру, засмотрелась на штатив и шарахнула себе твердосплавной фрезой. В общем, никуда без этого. Видео я снимаю и стараюсь, чтобы вам было обязательно все видно, поэтому очень смешно смотреть на меня, когда я снимаю видео. Я сижу на коленках, чтобы мне было видно, что вообще происходит на камере. В общем, стараюсь для вас, поймите и простите. Делаю выравнивание базой. Эта база у меня от Look Nail, называется она Milk Cream. Это одна из моих самых любимых баз. Когда-то я выпускала обзор про базы, и там она как раз таки была. Все стандартно делаю, наношу сначала скользящий слой, потом беру небольшую каплю и распределяю по ноготку. Конечно же, ваша капля должна зависеть от длины вашей ногтевой пластины в целом. То есть, если это ногти короткие, тогда каплю мы берем поменьше. Если это ногти длинные, как у меня, тогда капельку уже берем побольше. И, кстати, кто-то мне, помню, писал, что моим ручкам идет миндаль, но я хочу что-то ближе к овалу, наверное. Хотя до сих пор не могу определиться с формой, какую же мне следующую сделать. И вообще, пока выравниваю, мне интересно, чтобы вы в комментариях написали, какую длину вы больше любите носить. Потому что я всегда к Новому году, уже который год замечаю, что я делаю себе длинные ногти. А потом в январе просто беру и нещадно их обрезаю. Летом обычно всегда ношу короткие, так как меня бесит, что пыль и песок забивается под ногти. В общем, вот такой результат. База очень крутая, полностью перекрывает отросшую часть, то есть не видно у нас перехода от натурального ноготка к ногтевой пластине. Обезжириваем хорошенечко, и вот тут начинается самое интересное. Мы берем баф, обязательно новый и хороший, желательно использовать одноразовые. И шлифуем всю ногтевую пластину. Причем шлифуем мы не то, что там чуть-чуть, а прямо до полностью матового ногтя. И обязательно зашлифовываем торец сверху вниз, как я показывала на видео. Хорошенечко обезжириваем наши ногти. Всю пыль убираем, и вот он, мой красавчик. Кто следит за мной в прямом эфире в Инстаграме, все уже видели мою эту покупку. Я взяла сразу же топ Neo Nail для слайдеров, им будем закреплять нашу аэрографию. И хочу вам показать, как вообще мне пришел аэрограф. Кстати, все товары я заказывала на сайте Team Cosmetics, ссылочки обязательно оставлю под видео. Посмотрите, здесь у нас инструкция. Вообще, я хотела заказать аэрограф раньше с Али, но побоялась просто, потому что вещь очень хрупкая. И так как я уже наученная горьким опытом, что лучше сразу купить хорошее и 2 раза не тратиться, я взяла сразу же самый-самый хороший аэрограф, по моему мнению и по отзывам, которые я прочитала в интернете. Аэрограф Air Nail – это у нас самый главный блок. Покажу, как все собрать, вообще расскажу принцип работы аэрографа и что нужно сделать, чтобы все у вас обязательно носилось. Есть блок питания, все было упаковано от и до. Каждый блок, каждый шнур шел в отдельной упаковочке. Вот сама ручка аэрографа, она идет в отдельной коробке. Здесь ключ для того, чтобы разбирать его можно было и прочищать. И, конечно же, пипеточка промывочная. Но, в принципе, можно воспользоваться и любой другой. Я ей, кстати, уже попользовалась, она очень удобная.
Вот она, наша ручка. Кстати, я снимала сначала обзор, а потом уже делала маникюр, поэтому вы видите до сих пор не снятые ногти. Плавный ход, все отлично. Уберем пока обратно и сейчас посмотрим, как он будет собираться. Смотрите, вот наша ручка. У нее была прикреплена вот такая вот заглушка. Я ее убрала, сняла, потому что она нам не нужна. Она нужна для того, если у вас здесь есть фильтр-резервуар. Дальше, снизу у нас есть еще одно железное приспособление. Оно у нас должно наполовину быть откручено. Это обязательно. Есть кнопочка, которая у нас ходит туда-сюда. И хочу вам показать, у блока тоже есть два отверстия. Одно у нас закрыто, а другое открыто. Как раз таки сюда мы и накручиваем одну часть шланга. Просто приставляем ее и спускаем гайку вниз. Обязательно закрутите полностью, воздух не должен выходить через это отверстие. И вторую часть, то есть второй конец нашего шланга, мы прикручиваем к самой ручке. Далее мы вставляем блок, вставляем вот такой вот интересный держатель для нашей ручки, очень, кстати, удобный. Посмотрите, при нажатии кнопки подается воздух и идет к соплу, но краска не подается. Краска подается только если вы нажали и потянули на себя. То есть при нажатии идет воздух. Смотрите, иголочка убирается. Если просто нажимаем, то иголочка у нас полностью закрывает сопло. Сопло здесь 0,2 мм. Это идеальный размер сопла для именно аэрографии на ногтях. Потому что на Али чаще всего такое сопло, кстати, приходится приобретать отдельно. Поэтому я заказала сразу же на сайте. Будем сегодня использовать с вами черную краску. И нам потребуются вот такие вот широкие полоски. Даже не спрашивайте, где я их покупала, я уже и не помню. Они у меня очень давно лежат, и я ими практически не пользовалась. Может быть, делал дизайн с ними 1 или 2 раза. Ногти наши полностью подготовлены к аэрографии. Это то есть на них нанесена база, снят липкий слой, и они хорошенько забафлены. Прям уделите этому особое внимание. Работаем мы только в перчатках. Никогда мы не касаемся наших ногтей нашими пальчиками. Я уже наклеила полоски, капаю я одну капельку и еще одну. Но по моему опыту я знаю, что этого будет много. Но так как мы будем с вами разминаться на салфетке, я вам обязательно все покажу. И начинаем медленными покачивающими движениями наносить. Наносим мы издалека на расстоянии примерно 7-10 сантиметров. Так ваша аэрография будет выглядеть более плавной. И что самое главное, это то, что мы наносим тонкими слоями. Краска у нас должна долетать до ногтя уже сухая. И тогда ваша аэрография точно будет носиться хорошо. Это самое главное, чтобы краска долетала сухая. Никогда у вас не должно быть никаких наплывов, никогда не должна краска блестеть у вас на ногтях. Хоть ее, конечно, и можно высушить, но лучше этого не делать. Еще берем вот такие вот блесточки от Monami. Ссылку я оставила, не показала вам баночку, если честно, даже просто забыла. Очень красивые, я их покупала в том году, заказывала. Они у меня остались все еще, и как раз перед Новым годом я решила ими воспользоваться. Скажу вам честно, пока рисую эти полоски, что на эти ногти у меня обратили внимание просто все. И все клиенты у меня сразу же захотели такие же. В общем, какой минус? Это то, что, конечно же, у меня остались грязные пальцы. Так как я делала это себе, часть краски у меня попала на ладонь. Видите, краска матовая. И теперь мы берем бафик, и нам нужно обязательно убрать краску с торцов. Делаем мы это снизу вверх строго. Никаких там подпиливаний пилками. Это ничего делать не нужно. Делаем это именно снизу вверх. Далее мы берем любой праймер. У меня это праймер от Monami. У него отличная адгезия, и мы хорошенько отжимаем кисть. Наносим праймер на торец, немного заходим на нашу краску. Наносим плавными движениями, не нажимаем. И берем, конечно же, наш топ. Я сразу скажу, что топ не из дешевых, но на топе не нужно экономить, если вы захотите закрепить такой дизайн, как аэрография. У меня топ от Neonail для слайдеров.
и мне очень понравилась его консистенция. До этого у меня был ABD, он все-таки густоват. Наношу я в один слой с выравниванием, и в принципе этого достаточно. Обязательно запечатываем торец. Здесь это делать обязательно. Мы как бы натягиваем простынку, заправляем кроватку, и все. Наш дизайн готов. Я просто сходила и помыла ручки. Ничего сверхъестественного не делала, и вот такая вот красота получилась. Дальше наношу масло для кутикулы. Втираю его в кутикулу для того, чтобы сделать красивую фотографию. И вот что у меня получается. В общем, дизайн мне очень нравится. Вообще, я не любитель дизайна на всех ногтях, но тут я прямо осталась в полном восторге. Напишите, как вам такой дизайн. Напишите, кому видео было полезным, потому что я думала о покупке аэрографа уже более 2 лет. Покупка не из дешевых, и честно скажу, кто смотрел мой прямой эфир, знает, что я откладывала свою маленькую копилочку на этот аэрограф. И вот, наконец-таки, я его приобрела. Моему счастью нет предела, сразу захотелось с вами поделиться принципами работы с ним. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!